Всем привет! Меня зовут Ксения, вы на моем канале Бани Тильда. Предлагаю сегодня связать платье крючком. Оно простенькое, но довольно симпатичное. Кокетка платья и низ вяжется узором рельефным, довольно симпатично смотрится. Сзади платье на двух пуговичках. Я его еще не стирала, не гладила его, и оно немножко пока такое стоит как бы колом. Но после стирки и после того, как я его проглажу, оно будет более эластичным. Вязала я его из пряжи Yarnart Jeans, использовала крючок номер 2,5. Также вам понадобятся пуговички, иголка, ну и ножницы. Если кому-то интересно, то цвет светлой пряжи Экрю называется, и номер у него 0,5. Ну а серый цвет номер 46. Ну и если вам нравится такое платье, конечно же, приглашаю вас связать его вместе со мной. Итак, для начала давайте наберем цепочку из 28 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Итак, набрали 28 воздушных петель, плюс делаем еще 2 петли воздушные подъема, и в третью петлю от крючка вяжем столбик с одним накидом. 2 воздушные петли подъема считаются как за первый столбик с одним накидом, то есть вот это у нас получается второй. Далее вяжем третий и четвертый. Следующая петля у нас идет регланная. В нее мы вяжем сначала 2 столбика с одним накидом. Первый и второй. Воздушная петля. И сюда же еще 2 столбика с одним накидом. Первый и второй. Далее по цепочке вяжем 4 столбика с одним накидом. Раз, два, три и 4. Следующая петля у нас регланная. Вяжем такую же комбинацию. Сначала 2 столбика с одним накидом. Первый, второй. Затем воздушная петля и еще 2 столбика с одним накидом. Далее будем вязать 8 петель переда, 8 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и 8. Следующую петлю вяжем нашу комбинацию из 4 столбиков с одним накидом. Первые 2, воздушная петля и туда же еще 2 столбика с одним накидом. Далее вяжем 4 столбика рукава. Раз, два, три и 4.
Следующая петля у нас идет регланная. Вяжем в нее 4 столбика с одним накидом и одной воздушной петлей. Раз, два, воздушная петля, и сюда же еще 2 столбика с одним накидом. И заканчиваем наш ряд 4 столбиками с одним накидом. Первый, второй, третий и четвертый. Итак, мы связали первый ряд нашей кокетки, и вот этот ряд у нас будет изнаночный. Дальше делаем 2 воздушные петли подъема и будем вывязывать наш узор, который состоит из 2 петель раппорт и 2 ряда. Вот это был первый ряд нашего раппорта. Второй ряд делаем накид. Эту петлю мы уже не провязываем. И вот первый столбик, вот этот пропускаем, вот в этот вяжем незаконченный столбик с одним накидом. Не довязали, делаем следующий столбик с одним накидом. Также не довязываем, потом все 3 петли вместе провязываем одной петлей. Дальше нам нужно сделать рельефный столбик. Вязать мы его будем в первый столбик, вот в этот первого ряда. То есть у нас узор состоит из 2 петель. Первая петля и вторая. То есть наоборот, вот это получается у нас первая, а вот это вторая. И нам нужно связать рельефный столбик за вот этот первый столбик нижнего ряда. Делаем накид, входим под столбик, захватываем нить и провязываем не как обычный столбик с одним накидом в 2 этапа, а в 3. Сначала провязываем 1 петлю, потом 2 и потом еще 2. Это нужно для того, чтобы наше изделие не стянуло. Если бы мы провязали обычный столбик, он был бы здесь меньше и стягивало бы. За счет того, что мы провязали в 3 этапа, он чуть повыше и уже тянуть изделие не будет. Итак, провязали, вяжем дальше следующие 2 петли, 2 столбика с одним накидом под одной вершинкой. Первый столбик не довязываем, вяжем второй, также не довязываем и вяжем 3 петли вместе. И теперь вяжем рельефный столбик в первый столбик, вот сюда, под этот первый столбик первого ряда. Делаем накид, вводим петлю, крючок. Сначала провязываем 1 петлю, потом 2 и еще 2. Вот такой у нас будет узор. Дальше вяжем 1 столбик с одним накидом и в воздушную регланную петлю вяжем 4 столбика с одним накидом и 1 воздушной петлей. Так, первый, второй, воздушная петля и еще 2 столбика. Так, дальше вяжем 1 столбик с одним накидом. И начинаем вывязывать наш узор. Вот наши 2 петли первые. В 1 петлю вяжем, не довязываем 1 столбик с одним накидом. И во вторую также не довязываем столбик и потом провязываем все 3 петли 1 петлей. Делаем накид. Вот наш первый недовязанный столбик, но уже довязанный, и вот который под ним столбик, мы вяжем рельефный столбик под него. Сначала 1 петлю провязываем, затем 2 и еще 2.
Этот столбик у нас провязан, вяжем следующий. И так будем вязать всю нашу кокетку. 3 вместе. И вот рельефный столбик. Так, и опять 2 столбика не довязываем, 3 вместе и рельефный столбик. Вообще получается здесь рельефные столбики, чтобы, может быть, вам так легче будет ориентироваться, через один. То есть вот рельефный столбик, этот обычный, и опять рельефный. То есть они по итогу чередуются. Вот у нас рельефный столбик, это будет обычный, и вот как раз он, первый столбик, над ним мы вяжем рельефный столб. Дальше вяжем 1 столбик с одним накидом. В регланную петлю вяжем сначала 2 столбика с одним накидом, воздушная петля и еще 2 столбика с одним накидом. Дальше вяжем одиночный столбик с одним накидом и продолжаем вывязывать наш узор. 2 столбика с одним накидом под одной вершинкой. Ой, извиняюсь. И 1 рельефный столбик под первый столбик. И опять 2 столбика с одним накидом под одной вершинкой. И вот в этот столбик провязываем рельефный столбик. Так. Два вместе и рельефный столбик. Еще раз. Так, второй вместе рельефный столбик. Еще раз здесь на петлях переда дальше у нас одиночный столбик с одним накидом, и наша регланная воздушная петля. В нее вяжем 2 столбика с одним накидом, воздушная петля, и сюда же 2 столбика с одним накидом. Далее одинокий столбик с одним накидом, одиночный, и опять вывязываем наш узор. 2 столбика под одной вершинкой. И вот под этот столбик вяжем рельефный столбик. Так, второй.
И еще раз на плече, петли рукава точнее. Далее идет одиночный столбик с одним накидом. И в воздушную петлю реглана вяжем петли реглана. 2 столбика с одним накидом, воздушная петля и еще 2 столбика с одним накидом. Так, дальше столбик с одним накидом. И у нас здесь получится 2 раппорта узора. Так, первый. Что я запуталась? Вот. Довязали. Второй. То есть вот они у нас 2 петли, вот этих 2 столбика. Не забывайте, что у нас там еще 2 воздушные петли подъема. В них нужно будет провязать столбик с одним накидом. Так. И 1 столбик с одним накидом во вторую воздушную петлю подъема. Мы довязали это у нас будет, значит, второй ряд мы довязали, и это у нас будет лицевой ряд. То есть вот это у нас изнанка. Третий ряд вяжем столбиками с одним накидом в каждую петлю предыдущего ряда. А в петли реглана будем вязать 2 столбика с одним накидом, воздушная петля, 2 столбика с одним накидом. Так, вот она наша воздушная петля реглана, в нее вяжем 2 столбика. Затем воздушная петля и опять 2 столбика с одним накидом. Все, и дальше также столбиками с одним накидом. То есть это первый ряд нашего раппорта. Но прибавки мы, конечно же, в реглан все равно делаем. Довяжите этот ряд самостоятельно. Довязали третий ряд, четвертый ряд кокетки, 2 воздушные петли подъема, разворачиваемся и начинаем также вязать, как и второй ряд. Вывязываем наш узор. Конечно, раппортов сейчас будет побольше на каждой детали кокетки, так как у нас были прибавления. В общем, довяжите этот ряд до конца, не забывайте про регланные линии.
Сейчас еще раз довяжу с вами до реглана. И перед регланной петлей у нас всегда остается одиночный столбик. И в петлю реглана вяжем комбинацию из 4 столбиков с одним накидом. Воздушная петля и еще 2 столбика. После регланной линии у нас всегда тоже один одиночный столбик с накидом. Вот что у нас в итоге получается. Довяжите ряд до конца. Не забывайте, что здесь в конце нужно провязать столбик с одним накидом во вторую воздушную петлю подъема. Итак, довязала я 4-й ряд. Приступаем к 5-му ряду. И в этом ряду будем отделять петли спинки переда от рукавов. Вязать мы этот ряд будем столбиками с одним накидом до конца ряда. Итак, вяжем петли до нашей первой регланной петли, до воздушной петли реглана. Так, у меня 3 получается, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. И 1 столбик в подвоздушную петлю реглана. Дальше вяжем 4 воздушные петли подреза. 1, 2, 3, 4. И вяжем столбик с одним накидом под следующую воздушную петлю реглана. Вот что у нас получилось. Мы отделили перед, спинку, и у нас образовался рукав. Дальше вяжем также петли переда столбиками с одним накидом до следующей воздушной петли реглана. Довязала я до следующей регланной петли. У меня получилось 25 столбиков. И 26 столбик я вяжу под воздушную петлю реглана. У нас всегда вот должно количество петель кратное 2. Дальше вяжем 4 петли подреза воздушных. 1, 2, 3, 4. И также вяжем столбик с одним накидом в петлю воздушную реглана. И довязываем этот ряд до конца столбиками с одним накидом. Итак, довязали 5-й ряд. Сейчас мы будем вязать 6-й. Вязать мы его тоже будем узором. Но смотрите, у нас петли подреза нам тоже нужно провязать узором, но у нас нет подготовительного ряда, и мы немножечко здесь провяжем по-другому. То есть давайте сейчас самостоятельно провяжем узором до петель подреза, и я к вам вернусь.
покажу, что я буду делать. Я дошла до петель подреза. Здесь можно было бы, конечно, просто связать 4 столбика с одним накидом, но будет видно, они будут выделяться среди рисунка. Провязать 4 столбика, 2 столбика под одной вершинкой и не сделать рельефный столбик, мы тогда потеряем 2 петли. То есть рисунок будет нарушен. Я решила сделать следующим образом. Вяжем 2 столбика с одним накидом под одной вершинкой. И затем я провяжу рельефный столбик за первый столбик первый столбик с накидом этих 2 петель. Но провяжу уже здесь полноценный столбик с одним накидом, так как он коротенький. И они не будут выделяться в изделии, когда довяжем. Ну и не потеряем петли рисунка. Конечно, вы можете сделать как-то по-своему. Может, что-то другое придумаете. Ну вот, я придумала так. Все, провязали петли подреза и продолжаем вязать уже петли переда основным узором. Естественно, на втором рукаве петли подреза провяжите также, ну, либо как вы придумали. Итак, довязала я ряд. Сейчас я присоединю нить другого цвета, у меня это будет серый, и провяжу 2 ряда пряжи серого цвета, то есть один раппорт нашего узора. Так, 2 воздушные петли, и в следующий ряд вяжем столбиками с одним накидом до конца ряда. Давайте провяжем его самостоятельно. Итак, довязала я ряд. Делаю 2 воздушные петли подъема, разворачиваемся и вяжем уже нашим узором. Так, до конца ряда. Так. Давайте тоже этот ряд довяжем самостоятельно. Я думаю, с узором уже все разобрались. Ну что ж, довязала я этот ряд тоже. И теперь давайте соединим наше вязание в круг. Присоединяться будем во вторую петлю подъема. Вот она. Так. Все, наше вязание мы соединили. Теперь
Эту нить можно обрезать серую, она нам пока не нужна. Ставлю подлиннее, чтобы потом удобнее было прятать. Подниму нить светлого цвета, которая и введу ее в работу. Или, может быть, мы сейчас сделаем вот так. Присоединимся и с помощью воздушных петель приподнимем, чтобы там не просто ниточка была. Я думаю, потом видно не будет. Так. Теперь в серую петлю вставляю, эту подхватываю и ввожу ее сюда. Делаем так, у нас 2 петли тут есть, еще одну петлю подъема, и в этом ряду будем вязать столбиками с одним накидом, столбик с одним накидом, в следующую 2, то есть делаем прибавки. Столбик с одним накидом, в следующую петлю 2 столбика с одним накидом. Ну и так до конца ряда. Итак, ряд с прибавлениями провязан. Дальше низ платья мы будем вязать столбиками с одним накидом. Сколько рядов я сейчас провяжу, вернусь и скажу, сколько я провязала вниз рядов. Также внизу платья мы сделаем тоже 2 ряда узором. В общем, сейчас я довяжу низ платья, вернусь вам и скажу, сколько я провязала. Вязать будем столбиками с одним накидом в каждую петлю предыдущего ряда. Итак, провязала я низ платья, я провязала 8 рядов, и на данный момент платье у нас 13 сантиметров. Сейчас я присоединю нить серого цвета и свяжу им раппорт нашего узора. То есть сначала ряд я провяжу столбиками с одним накидом, а во втором уже буду вывязывать узор. Присоединяю нить серого цвета в 3-ю воздушную петлю подъема. Кончик нити буду сразу ввязывать в вязание. И этот ряд провяжу столбиками с одним накидом. Когда будете увязывать этот ряд, обязательно посчитайте, сколько у вас столбиков. Они должны быть, количество петель должно быть кратно 2. Ну, мало ли сбились в вязании и прибавки делали. После того, как сделать прибавки, я не считала количество столбиков, поэтому мне нужно убедиться, что их кратно 2. Если не будет хватать, я сделаю где-нибудь прибавку. Довязала я этот ряд, присоединилась в 3-ю воздушную петлю подъема. У меня получилось 90 столбиков. Начнем узор следующим образом: 3 воздушные петли подъема, столбик с одним накидом и рельефный столбик провяжем под воздушные петли подъема предыдущего ряда. А дальше уже будем вязать наши раппорты узора, как мы вязали до этого.
не довязываем первый столбик, затем второй, 3 петли в одну и рельефный столбик. Ну, и так вяжем до конца ряда. Так, ну, довязала я этот ряд. Здесь ниточку закрепила, потом я вставлю нить в иголку, и вот здесь вот в столбиках с одним накидом я спрячу ее. С этой поступлю точно так же. Теперь давайте обвяжем рукава вот таким рачьим шагом. Так, я присоединю нить в петли подреза. Мы же там в полупетли вязали. Вот. Присоединяю. И теперь вяжем следующим образом. Необычно, как рачьим шагом вяжут в другую, в обратную сторону. Вводим крючок. Вот у нас 2 петли. Разворачиваем крючок и провязываем петлю. Здесь, конечно, частенько путается. Сейчас и заново. Так. Вытягиваем, разворачиваем и провязываем столбик без накида. И опять следующую петлю вытягиваем, разворачиваем и провязываем. И так по всему рукаву. Так. Теперь в эти петли. Ну, тут уже вам куда удобнее будет, где лучше смотреться будет, смотрите. Так. И теперь по петлям рукава. Разворачиваем, провязываем. И у нас получается такой же рачий шаг, только в другую сторону. Так. Ну и так провяжите по всему рукаву. Последнюю петлю я провяжу туда же, куда присоединялись. Обрежу нить и выведу ее вовнутрь платья. Возьму чуть-чуть крючок поменьше. И вот сюда я ее присоединю. Так, ну, вот такой рукавчик у нас получился. Сейчас давайте сделаем обвязку вокруг горловины, также рачьим шагом и вот здесь. И заодно сделаем петельки под пуговички. Так, ну давайте сделаем обвязку и сделаем петельки. Здесь я провяжу столбиками с одним накидом, а по горловине я буду вязать также рачьим шагом, как и вязали рукава, обвязывали. Присоединюсь я где-нибудь здесь.
Так, делаем воздушную петлю и сделаем петельки, ну, по крайней мере, я вот здесь и наверху, в первом ряду. Так. Под петельки я, наверное, сделаю петель 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вяжем следующие петли также столбиками без накида. Так, еще сюда одну. И вот здесь сделаю петлю. Так, нет, вот здесь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вяжем столбик с одним накидом. Ой, извиняюсь, без накида. Так, вот в эту петлю провяжем 2 столбика без накида. Первый и второй. Теперь вот в эти петли вяжем рачьим шагом. Так, первая, вторая и так по всей горловине. Давайте провяжем до второй стороны горловины. Дошла я до второй стороны. Здесь в уголочек также вяжем 2 столбика без накида. И дальше просто столбиками без накида довязываем вот до сюда. Здесь ниточку закрепим, спрячем. Что такое? И нам останется пришить пуговички. И наше платье будет готово. Я закончила обвязку, пришила пуговички, спрятала все ниточки, кончики. Мне осталось платье постирать и отгладить. Платье наше получилось длиной 15 сантиметров. Если вам понравилось это платье, мастер-класс, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь. Буду очень благодарна за поддержку канала. Всем до встречи!